Заглянем в потаенные уголки твоего сердца и твоей души. Ну что, давай без долгих предисловий сразу приступим к катанию. Для этого я разложу карты на столе. Вот так вот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Так, ну что, погнали. Смотри, у нас есть такие карты. Вот с такой вот красивой рубашкой. И мы сейчас перемешаем эти карты и начнем наше гадание. Для начала я раскладываю эти карты вот так вот. Давай так вот подальше. Один. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Итак, 21 карта. И я жду от тебя вопроса. Что тебя интересует? Тебя интересует, наверное, твой молодой человек? Ну, конечно. Какой же еще мог быть вопрос? Что думает о тебе твой молодой человек? Давай, выбираем карту. У меня эта карта притягивает руку. Переворачиваем ее и видим цветок, красивый цветок, еще не распустившийся, со словами beginnings, try again, new direction and start over. По-русски это называется начинание, попробуй снова, новое направление. В общем, новое начало. Эта карта говорит нам о том, что у вас с вашим молодым человеком можно начать все сначала. Возможно, сейчас у вас закрались какие-то неурядицы, сомнения или недоразумения. Но ничего еще не потеряно. Можно сделать новую попытку, новое начинание. И можно попробовать вырастить этот цветок. Потому что, как ты видишь на карте, у него есть много бутонов, много не распустившихся листьев. И это означает, что у него очень большой потенциал вырасти красивым и мощным цветком. Так же, как и у ваших отношений. Мы оставляем эту карту. Если у тебя еще какие-то вопросы. Да. Что у тебя с твоей соседкой по комнате? Ну хорошо, давай посмотрим. Значит, ты живешь с соседкой и хочешь знать, что между вами, настоящие ли отношения. Так, начинаем сканировать пространство этих карт и находить энергию. Вот, мне кажется, вот эта карта отражает
нарисована девушка, которая смотрит на море, и она сидит где-то возле моря, и к волне, к берегу прибывает волна. Итак, что мы можем сказать о твоей соседке? Она тебя отвлекает, distracted, она тебя отвлекает, и это приводит к каким-то задержкам в твоей жизни. Но не к тем задержкам, а к задержкам реализации твоих планов, к задержкам какого-то другого характера. Но то, что девушка эта сидит к нам спиной и смотрит на море, означает только одно. Означает, что она нашла свое внутреннее спокойствие, что она отдыхает, думает о своей жизни, о своих планах, о своем будущем и пытается услышать от природы, что же ей нужно делать. Точно так же, как и ты в отношениях со своей соседкой смотришь, пытаешься найти какие-то решения, какие-то выходы и понять, что же, собственно, происходит. Ты всматриваешься в вашу комнату, так же, как эта женщина всматривается в бескрайнее синее небо, пытаясь найти ответы на вопросы. В общем, я могу посоветовать тебе не отвлекаться на других людей и на соседку в частности, а смело идти своим путем, смело идти своей дорогой и решать свои вопросы. Давай мы накидаем еще карт вторым слоем и пройдемся по другим вопросам, которые тебя интересуют. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21. Так, я сейчас открою окно. Слышишь ли ты дождь, который начался сейчас за окном? Смотри, мы продолжаем. Итак, какие у тебя еще есть вопросы? Тебя интересует, как ты сдашь экзамены в этом году? Ну, давай посмотрим, что тебя ожидает. Мне кажется, вот эта карта где-то вот здесь, левее, 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 вот это. Итак,
избежать самого главного в экзаменах, это подготовки. Ты пытаешься оттянуть подготовку, ты не учишь ничего сейчас и откладываешь, но потом, потому что тебе это неинтересно и тебе совершенно не хочется этим заниматься. Это то, что мы можем сказать про наши экзамены или про твои экзамены. Давай следующий вопрос и следующий ответ. Итак, тебя интересует переезд. Когда ты наконец-то переедешь в другой город? Хорошо. Начинаем сканировать пространство карт и ищем ответы на эти вопросы. Вот мне вот эта карта, кажется, таит в себе ответ. Итак, когда ты переедешь в другой город? Rejection. Карта называется Rejection. И мы видим, что на ней изображена девушка со шляпой, которая отбрасывает тень на ее глаза. Большие кудрявые волосы. Снизу 3 синонима: abundant, dismissed, irrational fear. Итак, карта нам подсказывает, что здесь речь пойдет об отказе, о каком-то иррациональном страхе и о покинутости. Что касается твоего вопроса, когда ты переедешь в другой город, то, скорее всего, здесь будет задержки, опять задержки. Скорее всего, сейчас тебе не удастся переехать в другой город. Возникнут какие-то проблемы, неурядицы. И тень проблем, тень трудностей бросит тень трудностей. Трудности бросят тень на твое лицо, на твои глаза и затмят тебе путь, затмят тебе дорогу к решению этих проблем. Значит, я рекомендую тебе не сильно много вкладывать своих сил и энергии в вопрос переезда. Все будет, но всему свое время, и когда оно наступит, ты сможешь легко и быстро переехать в тот город, в котором тебе будет хорошо и комфортно. Итак, мы едем дальше и ждем следующего вопроса. Расслабься и сформулируй нам вопрос. Следующий. Итак, следующий вопрос звучит: как у тебя обстоят дела с финансами и правильно ли ты все делаешь в плане своего финансового благополучия? Погнали! Начинаем раскидывать энергию над этими картами и ищем ответ. Меня уводит где-то вправо и наверх. И я думаю, что вот эта карта, еще раз, да, вот эта карта нам расскажет о твоих отношениях с финансами. Погнали! Итак, здесь мы видим девушку полуобнаженную, которая закуталась в занавеску и криво смотрит на нас. Ключевые слова — это lasting, forbidden, non-committal,
и желаний. Тебе нужно сублимировать твою сексуальную энергию в деятельность. И тогда это принесет тебе желаемые результаты. Ну, или второй вариант, тебе нужно развивать свою сексуальную энергию. И эта сексуальная энергия принесет тебе результаты. Мы идем дальше. Мы идем дальше. И следующий вопрос. Когда у тебя наладятся дела со здоровьем? Центральная карта даст нам ответ на этот вопрос. Итак, на этой карте мы видим человека-парашютиста, который прыгает с парашюта на фоне огромного заходящего солнца. Красивые теплые цвета, тень, силуэт. В общем, все очень красиво. Надпись Possibilities, Free-Spirited, Adventure and Risks. Эта карта говорит тебе о том, что с твоим здоровьем все хорошо, тебе не нужно о нем